До победы исламской революции, до этой победы мы еще хотели совершить две революции, но нам не удавалось, потому что иностранные государства уже вмешивались в наши внутренние дела и не давали нам. Причина заключалась в том, что шах Ирана вообще передавал в распоряжение Соединенных Штатов Америки все иранское государство. Но независимо от того, что Иран не считался колонией, Иран действительно считался, можно сказать, что на словах, что независимой страной, но нам было очень трудно пережить оскорбление со стороны Америки по отношению к нашему народу. 50 тысяч американских советников находились в Иране, и они контролировали в свое время иранскую экономику, иранскую армию, но они, естественно, вмешивались в наши религиозные традиции и оскорбляли их. И поэтому не было свободы тогда в Иране, и независимо от того, что 5000 лет истории и цивилизации Ирана, но настоящей независимости у нас не было, и, естественно, Иран зависел от иностранных государств. В свое время Иран экспортировал зерновых культур, пшеницу, а потом мы стали свидетелями того, что рухнуло сельское хозяйство в Иране, и американцы, чтобы продавать нам зерно и пшеницу, изобрели термин «революция шаха и народа». В то время общее количество иранских студентов насчитывалось около 50 тысяч, а население Ирана тогда насчитывалось 30 миллионов человек. И около 40% населения вне Тегерана были безграмотными. Нашему государству приписывали, чтобы мы поставляли в Америку и его союзникам дешевую нефть, и чтобы мы стали американским жандармом для сохранения интересов Соединенных Штатов Америки в регионе. Другими словами, 34 года тому назад уже победила третья революция, это уже окончательно победила. И поэтому в течение этого времени Соединенные Штаты Америки неустанно стараются, чтобы свергнуть этот режим и этот строй в Иране. После революции уже мы были заняты ликвидацией диссидентов, террористических организаций, а также, естественно, выявляли разные группы, которые хотели свергнуть новый режим в Иране. И поэтому 16 тысяч погибших в Иране – это результат террористических актов. Это говорит о том, что Иран является основной жертвой терроризма. А потом уже Соединенные Штаты Америки поощряли Саддама Хусейна, чтобы Саддам Хусейн напал на Иран в то время, когда мы были только, проходили первые дни революции. Навязали нам самую длительную войну XX века, в то время, когда были разнообразные санкции против Ирана, и никто Ирану не помогал, все-таки Иран вышел из этой войны победителем. После этой войны уже американцы изменили свою тактику и начали применять мягкую войну против Ирана. Это, новые войны начали, это всякие санкции, пропагандистские, недостоверные информации против Ирана. И, короче говоря, они хотели, чтобы Иран уже находился в изоляции полной. В то время, когда действительно женщины свободны в Иране, и они наряду с мужчинами принимают участие в общественной сфере жизни, обвиняли нас о том, что мы нарушаем права женщин. И в то время, когда все религиозные меньшинства имеют своих депутатов в иранском парламенте, меджлисе, нас обвиняли в том, что мы не соблюдаем права религиозных меньшинств. Все это делалось для того, чтобы американцы и Соединенные Штаты Америки
вновь смогли управлять страной, и чтобы они могли обеспечить свои интересы в Иране. Но благодаря усилиям нашего народа можно считать, что Иран в настоящее время является региональной супердержавой. И враги и наши друзья признают то, что без Ирана никаких религиозных вопросов не разрешаемые, даже международные вопросы. Это сторона, которая уже движется в сторону высоких технологий. В области биотехнологии у нас есть производство, разнообразные продукты. Вы, наверное, слыхали о том, что на днях мы обезьяну отправили в космос для исследования. Ну, это все яркие доказательства тому, что если народ любой страны хочет обрести независимость и воссоздаться, может, он сможет. Это происходило в то время, когда применительно к Ирану всегда применялся двойной стандарт. Да, другой вопрос – это относительно госпожа Анха Кучинова. То есть она была задержана сирийскими террористами и уже 4 месяца находится в заключении. Вы видели относительно казни какого-то христианина в Иране, который недавно уже принял христианскую веру, какая пропаганда произошла. Я хочу официально опровергнуть это сообщение. В Иране, но из-за религиозной веры никого не казнят. Даже я получил письма от некоторых религиозных групп в России. Но мы видим, что в отношении госпожи Анхар Кучинова все молчат, и никто ничего не говорит. А где же эти международные организации, которые защищают прав человека и занимаются вопросами амнистии? Где же они? Это те религиозные руководители, которые в отношении Надер Хани шумят и поднимают шум, а они промалчивают, когда речь идет о госпоже Кучиной. Но это тоже двойной стандарт даже на уровне международных организаций, которые такие приемы и применяются, употребляются этими организациями. Если любой человек, любая страна движется в сторону интересов Соединенных Штатов Америки и Израиля, везде и все вас хвалят. И вас считают человеком.